Когда женщина решает уйти от мужа, она не делает этого внезапно и бездумно. Она обычно проходит 3 этапа, на которых она придумывает причину, ищет мужчину и отдаляется от любимого. Эти этапы могут длиться неделями, месяцами и даже годами. И мужчина может не замечать или не понимать, что происходит. В этом видео я расскажу подробнее о каждом из этих этапов и о том, как мужчина может распознать признаки того, что женщина готовится к разрыву или разводу. Приятного вам просмотра! Может, ты и не знал, но многие женщины уже давно решили, что хотят свалить от своих мужей. Даже если все думают, что они счастливы в браке. Они такие ловкие, что тихо-мирно готовят свой побег, пока мы, мужики, в неведении. Потом, когда они говорят «все, я ухожу», мы в ужасе, как будто нас ударили молнией. Мы думаем, что все было хорошо, а оказывается, они уже давно от нас отключились. Они могут жить с нами под одной крышей годами, но в голове у них уже другой. Женщины уходят по разным причинам, даже если мы нормальные парни и у нас нормальные отношения. Может быть, они нашли себе лучше и интереснее, может быть, они захотели, чтобы им больше внимания уделяли или разнообразия добавляли. Может быть, они просто наелись наших проблем или особенностей. Иногда они даже не знают сами, почему они уходят. Они просто чувствуют, что им нужна смена обстановки. Но перед тем, как сказать нам «до свидания», они обычно делают 3 вещи, которые мы можем не заметить или не понять. Это как будто у них есть тайный план, который они выполняют по шагам. И первый шаг – это придумывание причины. Каждый адекватный человек должен иметь причину, почему он делает то или иное действие. Поэтому женщина не может просто так уйти от любимого или мужа. Это вызовет вопросы. У самого мужа, который еще неделю назад слышал слова о вечной любви. У родственников, друзей, коллег, окружающих, которые усомнятся во вменяемости женщины, решившей бросить мужа без видимых на то причин. У себя любимой, ведь надо успокоить совесть. Но и настоящую причину назвать нельзя. Если женщина скажет, что мне скучно, муж не привлекает как мужчина или нашла другого, хочу близости с ним, то получит заслуженную порцию осуждения, а репутация в глазах окружающих пострадает. Хотя общество с каждым годом все лояльнее к таким вот признаниям. Так что нужна другая причина, которая как убедит окружающих в правильности развода, так и такая, в которую женщина сама поверит. Отсюда и берутся все эти фразы «как же я устала», «ты лежишь на диване и не развиваешься», «почему другие пашут как кони, а ты бездельничаешь», «если же много работаешь, то все наоборот», «почему ты постоянно на работе, а другие мужчины находят время для своих женщин». А? Если мы добавим немного фантазии, и сомнительная причина «мне скучно» превращается в «я поняла, что мы с Димой идем разными жизненными путями». С такой причиной и не стыдно перед собой и перед окружающими, которые поддержат и скажут «молодец, правильно сделала». Второй шаг – это поиск мужчины. Хорошо, причина найдена, но уходить вот так в никуда как-то не хочется, особенно уходить из долгих отношений, наполненных комфортом. Если мужчины нет, то это придется искать квартиру или возвращаться к родителям. Но если мужчина найден, можно переехать к нему из одних комфортных условий в другие. При таком варианте в жизни женщины все остается как было, только меняется партнер. Также это позволяет сильнее успокоить совесть, поскольку женщина сразу переехала к другому и развивает с ним отношения, то нельзя сказать, что она эгоистка, которая думает только о себе. Если же женщина уже нашла мужчину, то есть он и есть настоящая причина для разрыва, то на этом этапе она осторожно проверяет почву. А все ли у них серьезно? Получится ли переехать к нему? Готов ли он вообще не просто встречаться для близости, а полноценно жить вместе? И третий шаг – это отдаление. Итак, причина найдена. Мужчина для переезда в наличии. Но этого не всегда хватает, чтобы собрать вещи и уйти.
Например, новый мужчина пока не готов к совместной жизни. Через месяц, да, но не сейчас. А может, причина не предполагает слишком быстрого разбега. Как упрекать мужа в отсутствии любви и светлых чувств, если еще неделю назад он устроил шикарный романтический ужин, подарил цветы и приятные подарки? В итоге женщина ждет либо благоприятного момента для переезда, либо пока отношения не ухудшатся настолько, что можно спокойно из них уйти. А чтобы сделать их хуже, женщина потихоньку отдаляется от любимого. Одна меняет работу и уделяет ей больше времени. Другая ищет новые знакомства, записывается на танцы, к примеру. Третья просто прячет свой холод за надуманными причинами вроде «у меня нет настроения, давай в другой раз». И самое обидное, что многие мужчины радуются этому, мол, какая у меня умничка жена, работает, развивается, всегда следит за собой. А потом бац, расставание, и мужчина понимает, что все это женщина делала не для укрепления брака или отношений, и не для него лично, а только ради себя. В заключение хочу сказать, что женщины уходят от мужей по разным причинам, но они обычно делают это по одному сценарию. Они придумывают причину, ищут другого мужчину и отдаляются от своего любимого. Эти три вещи они делают заранее, чтобы подготовиться к разводу и успокоить свою совесть. Мужчина может не замечать или не понимать, что происходит, пока не столкнется с фактом расставания. Чтобы этого избежать, мужчине нужно быть внимательным к поведению и настроению женщины, а также пытаться поддерживать и улучшать отношения с ней. Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также вы можете поделиться в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч. Будьте наблюдательными.